друзья! С вами Орел и Решка Мегаполисы. И сегодня мы прилетели в большую алмазную африканскую страну. Орел! Решка. Почему так произошло? Вот ты скажешь, почему? А я тебе отвечу. Карта всегда возвращается к своему А у хозяину. меня к тебе большая просьба. Шей рюкзак, у нас его нет. Этот был отличное начало. Дело говоришь. Давайте еще. Ready, steady, go! Это необычный выпуск «Орла и решки». Ни черта не видать. А взрослый человек! Это спецпроект «Орел и решка неизданное». Мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Какой-то мужик с камерой. Едем отсюда, едем. Все, что осталось за кадром. У меня ноги большие. Все, что было вырезано цензурой. Стало как-то тихо в комментариях. Мы покажем вам 50 минут чистого и грязного эксклюзива. Еще больше историй, еще больше Орла и Решки. Ух ты, лошадь! Неинтересная штука. В этом сезоне мы решили отправиться по самым большим, самым шумным, самым ярким мегаполисам нашей планеты. И с собой прихватили новых ведущих. Антон Зайцев. Зайцев Антон. Зайцев. 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 Маэстро Антон Зайцев. Да-да-да, Антон Зайцев и его боевая подруга Оля Антипова. Прием, Зайцев. Это я, Оля. Всем привет, меня зовут Оля. Меня зовут Оля. Привет, меня зовут Оля. Я Оля. Я Оля. Да я Оля. Оля. Оля Владиславовна. Да, это Оля. Оля, Решка. Спасибо, Оля. Третий, кто меня узнал. У зрителей всегда разные впечатления от новых ведущих. А вот что они сами думают, когда видят себя первый раз по телевизору? Итак, начинаем наш эксперимент. Антон и Оля смотрят свой первый выпуск. Макао. Ну что, поехали? Мне уже даже волнительно, что тебе эфире. Что, сейчас не ты. Орел и Решка представляет новый Тебя объявляем сезон. когда-нибудь таким голосом? Нет, что? О, что знакомьтесь. О! Путешественник Ну, я и Оля уродец. Антипова. Путешественник без опыта Антон Зайцев. Это я без опыта Новые путешествий. ведущие. И набрали ведущих, не могли страшнее выбрать. Чтобы что? Орел и Решка. Этих не жалко. Ну, прикольно, это очень обаятельно. Не то, что в жизни. Максимально комфортная машина. Вот как маршрутка. Только маршрутка хуже. Она размер как маршрутка. Какая мысль? Это супер. Давайте я вам расскажу, что такое этот Макао. 7 раз переписывал. Смотри, у меня один закадровый голос. Закадровый голос вставляет, когда ведущий плохой. Просто сын продюсера. Все нормально. О, так вот, черепаха. Меня заставили, в свое оправдание скажу. Ты это видел, сравнился? Да, я все это видел. Я видел это начало до конца. Пришла часть закадрового голоса Оли. Да, вон говорит. Блин, вот сейчас-то штука. Я сейчас буду прыгать с этой Там капец страшно. Вот ты отрубилась. Как это ужасно. Ну давай, рассказывай. Блин. Мне очень понравилось. Мне очень понравился мой закадровый голос. Да, ну, Я очень расстроена, что вырезали проституток. Но они в твоем сердце. Не забывайте о том, что мы новички, и мы очень сильно волновались перед
премьерой нас и нашего первого выпуска. Поэтому, пожалуйста, не судите нас строго и хватит писать о том, что мы уроды. По крайней мере, Антон из нас двоих симпатичный. Фу, как жарко. Начинай ты, всем привет, и мы с тобой погоним. Давай? Мы за тобой репетнули. Что, Привет, приколист? Орел и Решка Мегаполис. И... Ты приколист? Чем? Ты все запорол. Прости. Готова? Да. Съемка в каждом городе начинается с подброса монетки. Так мы решаем, кому достанется $100, а кому золотая карта. Орел. Решка! Мне монетка к пальцу примерзла. Новые ведущие думают, что в этом нет ничего сложного. Но не тут-то было. Когда включаются камеры, язык немеет, мысли путаются, а ноги идут не туда, куда надо. Всем привет! С вами Орел и Решка Мегаполис. И мы прилетели в Сеул. В Сеул, да. Всем привет, это Орел и Решка. В столицу, за землю, простите, на землю. И сегодня мы прилетели в большой, алмазный страну. Мы прилетели в большую алмазную страну африканскую. Мы в столице Перу, Лиме. И мы прилетели именно сюда, как он сказал. Ты молодец, умно, интеллектуально, давай бросай. Всем привет, друзья! С вами Орел и Решка Мегаполисы. Это остановили. Я тут потому что камера, а я такая, чего происходит? Их... Боль. Я сломала ногу. Давай. Надо больше двигать бедрами. А у тебя вообще сальса с боков свисает. Надо было, наверное, нам начать Еще раз, позже. сразу. Ну все, теперь пора подбросить монетку. Ты рад? Я рад. У нас нету монетки, вот я рад. Поэтому я подкидываю. Юникорн. Все верно, даже не будем кидать монетку, у меня ее и нет. Подбрасывай. Да. Монетка тебе нужна? То есть без монетки ты не можешь подбросить. Я подброшу. Оп. Рюкзак на тебе. Всего тебе хорошего. Я пошла. Но найти монетку – это еще не решение проблемы. Ее нужно научиться подбрасывать. Научись, кстати говоря, подбрасывать, как я, красиво. То вечно проблемы у тебя. Оп. Я... Поговоришь мне тут. Плохо подбросить. Еще раз. Ветер, тут ветер. Окей. Теперь ты дело, а потом большом пальце. И еще раз оборот. Леди Ольга. Подбрасывайте. Давайте сейчас дубль. Зато такое веселое начало съемок, хорошее настроение на весь уикенд. А что ты с рюкзаком уходишь? Правильно все, ребят. Нет. Я сама запуталась. Сложно. А что ты не почистила зубы в номере? В номере. Не знаю. Каждый раз, когда у нас в кадре появляются новые ведущие, все спрашивают, откуда вы их берете? Почему они? Какие вообще критерии отбора? Да нет тут никакого секрета. Рассказывай. Конечно же, ведущий «Орла и Решки» должен быть полиглотом. Be careful. Как тут be careful-то? Yes, good. It's exit. Что я несу? You choose your life. Так что я choose не играть. Choice. Ну или choice. Это орех. Wild орех. Я не знаю, что такое wild. Спасибо. У Оли, например, есть уникальная способность. Она может говорить на нескольких языках одновременно и думать, что ее все понимают. О, а он мокрый. Guten Tag, my lieben телезрители. Кидать? Why? Which interest кидать? I have to touch канат. Как это broken? Где broken? No, you know пиявки? It's not справедливо. Почесать. Чёс. Do you снимаешь? Why you without Russell?
when she укусила меня уже. Каждый ведущий должен уметь описать сложные вещи простыми словами. Шаттл привозит вас прямо к отелю, но я хочу посмотреть то, что снаружи. Ведь главное не то, что внутри, а то, что снаружи. Так ведь говорят мудрецы. Для меня первый день в Кейптауне – это как первый секс. Так быстро, так молниеносно, но столько удовольствия. Чтобы интересно рассказать про окружающий мир, у ведущего должна быть богатейшая палитра эмоций. Мне нравится. Мне нравится. Мне нравится. Мне нравится. Мне нравится. 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 Мне уже не нравится. Нет, мне не нравится. Мне не нравится. Мне не нравится. Все. Ведущий тревел-шоу обязательно должен быть с экстримом на «ты». Хуан Карлос, забери меня. Кто дал этому парню удостоверение? Что ты обделалась? Я не хочу! Я не хочу! Орел и решка. Мегаполисы на хайкинг. Ведущий «Орла и решки» должен быть честным. Сувениры. Ну, извините. Опа! Ну, горит. Ну и, конечно же, ведущий «Орла и решки» должен уметь общаться с людьми. Hello. Hello. Теперь-то вы понимаете, что к отбору ведущих мы относимся максимально серьезно. Раскоординированный ведущий. А это Олег. Олег знает, как правильно ехать на мотобайке. Будь как Олег, забудь про правила. А теперь ваша любимая рубрика «Секреты съемок». Старается. Вы не поверите, но всего с одним кадром может быть связана целая история. А, нежишься. Вот, например, всего лишь один кадр, как Оля плещется в ванной посреди саванны. А за 5 минут до этого Давай энергичнее работай ручками. У тебя часы водонепроницаемые? Африканский шампунь не работает, так как наш кря-кря. Куда понесла? Полчаса труда невероятного на жаре. А вот так снимается момент, когда Антон и Оля узнают, какой стороной легла монетка. В кадре ведущие смотрят вниз на камеру. А вот что происходит за кадром. Ты работаешь подушечкой, да? Подпорочкой. А что, ноги в кадр влазят, да? Какое уважение к оператору, респект, прям под голову подложил подушечку. Чистые носочки. Буди волосатая подушка. Ну давай, иди. А помните, как в Танзании Антон красиво забегал в воду? На самом деле он забыл взять с собой камеру. Пром, стой! Поэтому вид океана глазами ведущего Лена! снимался вот так. Рівно камеру, рівно! Старушку бегать заставляет. В Джакарте ведущие прощались со зрителями в традиционных индонезийских куклах «Андел-Андел». Но мы, конечно же, не показали вам, сколько раз Оля пыталась залезть в 20-килограммовую куклу. Не получается у меня. Надевай, давай. Залезай туда, прям залезай. Аккуратненько. Аккуратненько. Антон, уходи! Оль, дальше каждый сам за себя. Иди куда-то. Да я не могу встать. У меня голова не влазит. Перепись. Есть моменты, когда съемку нужно остановить. Не говорите, не говорите, не говорите. Где салфетки у тебя?
Тот случай, когда богатая ведущая арендовала новенький «Мерседес» только-только с конвейера. Смотри, что она делает. Она зачеркнула. Молодец. Что началось? А машина 18-го года, да? Секреты съемок рассказали. Теперь откроем еще один секрет. Ребята, I'm ready. Что делает группа после съемок? Пантенол принес, боже, да. Обгоревшая под африканским солнцем команда приходит в отель, мажется пантенолом. Делает баррикады из подушек и несколько часов начитывает закадровый текст. Так, все, не ломай конструкцию. 1, 2, 3, 4, 5. Олег, Олег. Чтобы вы могли послушать еще больше интересностей о мегаполисах. Конечно, у нас есть еще столько секретиков, что хватит на много неизданных. Но если мы вам все расскажем, смотреть будет не так интересно. Да? Было у вас? Ну, значит... Поехали. Поехали, снято? Добрые люди, сами мы не местные, приехали в аэропорт Савурнабхахоми зимовать. Подайте, кто чем может, бат или монетку для 7-Eleven и Family Mart. Кто чем может. В Бангкоке с нами случилось столько интересного, что многое просто не влезло в программу. Поэтому мы дали вам обещание показать не вошедшие сюжеты в неизданном. Мы программа честная. Обещали — выполняем. Хоть у меня было всего $100 в кармане, моя программа в Бангкоке была гипернасыщенной. Но в эфирную версию многое не поместилось. Мы не показали вам сюжет, как я катался на симуляторе серфинга Flow House. Это такая искусственная волна прямо посреди мегаполиса. Мощные насосы качают воду и создают крутые гребни для настоящих серфингистов. Так что, если захотите охладиться в жаркий бангкокский день, все сюда. Первая стадия пробная. У меня сразу получилось. Он сказал, я очень перспективный. У человека неподготовленного все происходит так. Сначала держишься секунду, потом 2 и даже 3. Но потом... Спустя 3 шишки и 4 синяка все-таки становишься на серф. Прокатиться на серфе и упасть меньше 100 раз. Well done! Хэштег Антон Азиатский Аквамен. Hello. Мы не показали, как я пробовал легендарный радужный сэндвич. Это сырный бутерброд взорвал социальные сети. Фотографии с ним, как вирус, расползлись по страничкам всех, кто побывал в Бангкоке. А в моем мире живут пони. Они питаются радугой и какает бабочка. На вкус, как сэндвич с сыром. Но сыр вот такой почешный. Мы не показали вам, как я со своими $100 попал в ресторан с мишленовской звездой. А вот и он. Добро пожаловать. Да-да, не только рестораном с дорогой кухней и интерьерами с позолоченными люстрами гид Мишлена раздает свои звезды. В Бангкоке ее вручили обычной забегаловке. Вот эта обаятельная бабулечка в очках летчика и есть знаменитая Джей Фэй. Как Джей Ло, только Джей Фэй постарше.
обладательница мишленовской звезды. У нас у всех мишленовская звезда ассоциируется с роскошью, богатством, красивыми интерьерами. Здесь пластиковые стулья. Вот, пожалуйста, обыкновенное место для готовки, которое было всегда. Она взяла именно вкусом, именно вот этой вкусным омлетом с крабом, за которым сюда приходят толпы и толпы людей. Казалось бы, мишленовская звезда для повара – это вершина. Но для нее это стало настоящим проклятием. Сразу же набежали журналисты, аудиторы, проверки. Даже соседи, которые находятся рядом с ней, стали жаловаться, что тут постоянно шумно, людно и невозможно пройти. Сама Джей Фэй хотела вообще отказаться от нее. Что мне нужно сделать, чтобы поесть здесь? Какие правила? Вы должны записаться и ждать. И сколько времени? Долго. День, неделя, месяц? Может, 2 дня. Вы должны подождать всех этих людей. Я 37-й, это может быть часа 4-5. 1000 бат, дорого, очень дорого для бюджетного туриста, но must try, мишленовская звезда. Ваш омлет готов. Окей. Окей. Господа, омлет с крабом. Это правда вкусно. Чувствуешь, что внутри действительно настоящий краб. Вот он. Но все равно не уходит ощущение, что ты за $33 ешь омлет. Это бомбически вкусно и очень сытно. Я даже не доел. Краба здесь тьма. Это даже не омлет с крабом, а краб в яйце. В общем, эта забегаловка и сам омлет – это чистой воды хайп. Спасибо большое, было очень вкусно. Кап-кан-кап. Смело можете приходить сюда сытыми, потому что пока дождетесь своей очереди, однозначно проголодаетесь. Вон, у меня уже стемнело. Шел 2019 год. По телевизору показывали 21 сезон «Орла и решки». Перед зрителями предстали новые ведущие. Ну поаккуратней-то можешь, нет? А у команды снова появился повод над ними посмеяться. Я себе представляла самбус. Я себе представляла самбу. Берлин — шумный и современный мегаполис, но не был бы немецким... Сегодня мы узнаем. Сбыл. Шум от вечеринок. Единственный мегаполис в Азии, в котором вы можете попробовать медузю. Если покормить хотя бы да что ж такое? Но если очень долго и чиз... Благоприятнейшего периода жизни динозавров. Ну а теперь это... Чтобы тебя тут обсуждать. Да блин. В Дели, как и во всей Индии, вода... Да что ж такое, вода представляет опасность. Просто проникают в дома чужие и грабят их деревья. Куда ты идешь? Я не знаю. Говорим. Главное, я забыл слова. Джакарцы. Джакарцы живут в ужасных, пыльных, загазованных местах города Джакарта. Родился тупым, и ничего не поможет. Новые ведущие – это не только тема для шуток, но и дополнительные хлопоты. Нужно возиться с ними, как с малыми детьми. А вытери, Дим. Ты до этого тер. Не так сильно. Чтобы они чувствовали себя комфортно, как дома, приходится с них пылинки сдувать. Мне кажется, мне ничего не спасет. Ну все, ты хорошо бы не натягивай. Но от любви до ненависти один шаг. Когда у ведущих долго ничего не получается, нервы сдают даже у самой опытной команды. Оля,
Оля, я тебя сейчас прибью. Все четко. Смотри, вот встань и смотри. Мне было страшно. Я напугалась. Давай, давай, не ссы. Регина пробовала, не отравилась. И ты сможешь. Ты новая ведущая, должна все пробовать. Давай. Разворачивайся сразу. Ты что, не слушаешь меня, Оля? Как можно спокойно отнестись к тому, что ведущий в кадре скручивается, как улитка? Что? Ты даже не представляешь, как ты только что выглядел. Все вот тут. Борешься с этим рюкзаком. Еще раз говорю, спину выравниваем. Спина. Спина. И тебе тоже. Куда деть нервы, если нужно ехать на следующее место съемки, а мы уже 3 часа не можем записать приветствие? Да, с новыми ведущими работать нелегко. Этот молодняк меня доведет. Пить не умеют. Работать не умеют. Ни хрена не умеют. Команда у нас дружная, хорошая. В коллективе чувствуется сплочение. Меня сразу приняли. Но мы умеем вовремя подобрать правильные слова. Чувствую себя неловко и не знаю, что делать. Ты уволена. Сейчас мы придумаем, что можно сделать. Вам может показаться, что мы над ними издеваемся. Это просто унылое зрелище. Еще и глаза вот такие. Но звучит волшебная фраза, Всем спасибо. Съемка окончена! и мы снова становимся большой и дружной командой. So sweet. Ребята, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Подожди, не включилось, не включилось, не включилось. Включилось. Многие заметили, что в этом сезоне ведущие сами снимали себя на маленькую экстремальную камеру GoPro. А где здесь обменник и ночлежка для нищебродов? Пойдем искать. Вот сюда. Мне не очень нравится снимать на GoPro-шке, потому что... Почему, в чем? Ну, может быть, это дело привычки, я привыкну и буду сама просить GoPro. Экшн-камера стала еще одним членом команды «Орла и решки». Меня быстро. Гудище у тебя. Кажется, на ее долю выпало больше испытаний, чем на самих ведущих. Здесь я разогнал. Ее совали в самые труднодоступные места. Есть? Да. По краю кадра. Куда не пролезет ни человек, ни большая камера. Она испытывала унижение. Ее кусали. Ее роняли. И топили. Олег! Конечно, многим зрителям такое нововведение не понравилось. Вы что, уволили операторов? Верните операторов! Оператору что, лень снимать? Нос мне наводишь. Смотрите. Но именно благодаря маленькой камерке нам удалось снять то, что невозможно с обычной камерой. С профессиональным фотоаппаратом нас во многих местах прогоняли. Но маленькая камера, которую легко уместить в руке, нас везде выручала. И на аттракционах в Париже, и даже в круглосуточной кафешке в Макао, где Антон умудрился переночевать. Знакомьтесь, мистер Картошка. В Паттайе наша мини-камера снимала сквозь дырку в сумке, и мы смогли показать вам тайскую улицу красных фонарей. И самое главное, люди более охотно снимаются на маленькую камеру, чем на профессиональный фотоаппарат с большим объективом. Regarde. Орел. Орел. И решка. И решка. Мегаполис.
Талант. Талант есть. Где-то внутри, где-то далеко. Не раскрытый, но А он рядом есть. с талантом всегда должна быть бездарность, чтобы оттенять талант. И вот в этом мы друг друга дополняем. Ладно, вы здоровы. Если бы вы только знали, как нам было обидно читать ваши гневные комментарии о наших ведущих. Мы-то на самом деле знали, что наши ведущие очень способны. Просто самые смешные их таланты остались за кадром. И мы ждали неизданное, чтобы показать вам, какие они у нас классные. Если Антон Тушкин для каждого путешествия создавал свои фирменные футболки, то Антон Зайцев пошел еще дальше. Про каждый мегаполис он сочинял песню. Орел и Решка Продакшн. МС Заюшка представляет. Я не поехал никуда, не в МАО. Мама, я сегодня приехал в Макао. Пускай я не словил золотую карту, зато я посетил местную Джакарту. Со мной на автобусе какой-то тип. Я к нему с песней этою прилип. Эй, народ, у меня все ок. Ну а как иначе, ведь меня забрал Бангкок. Я поведаю вам страшный секрет. Винхуки травы практически нет. Если вокруг весела детвора, значит где-то рядом трава. Кипстаун, любимый навек. Здесь вольно дышит и пингвин, и человек. Люди, дельфины, дружба. Какие дельфины? Дельфины, пингвины. Alexanderplatz. Reichstag. Fernsehturm. Oh, alte Stadt. Berliner Dom. Oh. Potsdamer Platz. Почему у нас все ведущие хотят петь? А Оля вообще оказалась кладезем талантов. Но тут она пусть лучше сама о себе расскажет. Я занималась вокалом профессионально. Я лауреат международных конкурсов. Я занял в Болгарии 2 место среди 16 стран. Ты с Памба? Я гроулинг. Кто там танцами занимался? Я 3-4 года занималась танцами. Я почему почти на шпагат сажу? Опа! Это максимум. Я дипломированный преподаватель по игре на гитаре. Хватит, а дальше буду позориться просто. Давно не играла. Я училась в экономическом институте. У меня диплом. Таланты Оли можно перечислять часами. Смотри, как умею. Талант. А вот так умеете? Все умеют. Повторите. Олег, я похожа на артиста. Все, зачет. Ведущая с суперспособностями. Ой, талантливая. Что тут скажешь? Не буду даже скрывать свою даровитость. Цыпочка, не хочешь присоединиться? Антон оказался супер романтиком. Тебе одиноко? Он не пропускал ни одной юбки. Долгий зрительный контакт! Не успеешь прилететь в Бангкок, а тут уже красивые девчонки. Привет! Девушка, ваши родители случайно не хлеб? Иначе откуда у них такая крошка? Ваши родители случайно не ювелиры? Иначе откуда у них такое золото? Как там рай, когда ты уходила? Я посмотрел в словаре слово «прекрасное». Твое имя тоже там. У Антона есть своя суперспособность. Он может соблазнить девушку из любой страны мира, любого цвета кожи. Хоть индонезийку, Позвони мне. хоть бразильянку,
хоть француженку, Я хочу поцеловать оператора. хоть кубинку, хоть красотку из племени Химба. Что тут говорить, если вместо магнитиков на холодильник Антон привозил из каждой страны номера телефонов местных девушек. Запишите. У вас есть вайбер? WhatsApp или Telegram? Это твой? Это мой. Куки. А во всех городах я беру телефоны. И пока в 7 городах-мегаполисах у меня 11 телефонов. Антон находит себе любовь даже в далекой от мегаполиса деревне. Научите меня танцевать? Давай. Догоню. От судьбы не сбежишь. Лучше смирись. Но эта любовная история, возможно, найдет свое продолжение в будущем. Шоколадное шоколадище. Но вот из-за этих фруктиков, которые здесь добавлены, придает свою вот так вот. Умеешь объяснить. Никогда не отгадаете, что съемочной группе давалось тяжелее всего. Нет, не уговорить Олю прыгнуть с высоты. Не съесть горсть жуков и червяков, а заставить рассказать, какое блюдо на вкус. Я не понимаю, что это. Когда у нас были съемки еды, у группы начинали шевелиться волосы. Неплохо, если честно, я бы сказала. Неплохо. Неплохо. В какой-то момент нам даже показалось, что Оля отправилась в поездку, а вкусовые рецепторы дома забыла. Оля, какой же на вкус твой первый в жизни осьминог? Нормально. Нормально. А как тебе пирожок из мишленовского ресторана в Гонконге? Это странно. Необычно. Мишлен бы не дала. Оль, ну а как тебе обед в лучшем ресторане Лондона? Вяленая свининка. Это всегда хорошо. Чтобы разобраться, какое блюдо на вкус, режиссеры устраивали Оле допрос с пристрастием. Насколько нежная рыба? Или там она сочная, не сочная? Давай. А ты не распробовала? Давай. И Красиво. даже сами пробовали то, что лежит у Оли в тарелке. Что это? Это мраморная вот эта вот лапша. Угу. Да, с курицей. В общем, что бы мы ни делали, в ответ все равно получали очень непонятные описания. Что-то переделали, наделали, и получился тебе мед только в обличии желтого цвета. Хрумскающий такой вот последствия. Я не понимаю, что это вообще. Ты когда много шоколада съешь, во рту так. Шоколад. Как легенький кефирчик. С нотками слегка, еле ощутимыми газированности. Лично для меня вот такое, вот так, нормально. О чем же это я? Это краб с кусочками корня селены, с майонезом. Кто такая Селена? Гомес. Селеры. Косточка. Или кто это? Можно посадить и вырастить дерево. А нет, это же рыба. Грибочки, бекон, сосисули, драники в квадратике. Все жареное, все на масле. А оно что? Оно восстанавливает от предыдущих часов. Вывод таков. В Гонконге не все то, что выглядит как сало или рыба, является не пирогом. Мысль. Но потом мы поняли, что Оле сложно угодить, потому что она сама шеф-повар. Вот если бы я сделала пирожок, я такие вкусные пирожки делаю с пюре и квашеной капустой. Я бы не то, что Мишлен получила. Мне бы еще Нобелевскую премию дали. Хорошо. За создание такого шикарного блюда. Где ты еще попробуешь пирожок с пюре и квашеной капустой? Одновременно, замиксовано.
Только у меня. Вообще, на самом деле, у меня уже есть свои блюда. Они так и называются. Блюда от Оли. Допустим, блюдо с рисом от Оли, блюдо с вермишелью от Оли. Блюдо там с фрикадельками от Оли. Блюдо экстравагантное от Оли. Так по-разному. Блюдо в горшочке от Оли есть даже. Блюдо ты имеешь в виду разновидность посуды? Нет, блюдо. Целые. Какой город? Ну, клянусь, я забыла. В общем, в Индонезии город Джакарта. Правильно, Оля. В этом сезоне мы посетили столицу Индонезии Джакарту. Город миллионов машин, тысячи островов и одного не вошедшего сюжета. Thank you so much. На улицах Джакарты можно увидеть странную штуку. Олег! Там мужчину за что-то наказывают. Excuse me. Извините, я могу подойти? What are you... Что вы делаете? Если тебе больно, просто мигни. Просто мигни. Я болен. Он зачем-то бьет его монеткой. Видимо, это какой-то вид массажа. Он вот этой монеткой ему разгоняет кровь, потому что тут остаются явные следы. Как у нас ставят банки, вот они вот так же шкрябают этой монеткой. И как называется этот массаж? Мы называем его киракан. И он популярен? Да, очень-очень. Он полезный. Ты должен попробовать. Я вижу. Это хорошо. О, Господи! Это древняя техника китайского массажа. Выскребание болезни. Считается, что так усиливается кровообращение, и организм без лекарств может побороть артрит, гипертонию, запор и радикулит. Но больше похоже на пытку. Вся спина скоро становится похожа на один большой кровоподтек. Если появляются красные следы, значит, в этом теле есть ветер, и он выходит. А ваши предки не работали в Инквизиции? Сейчас твоя очередь попробовать киракан. Ты мужик? Не юноша, а муж. Давайте начнем то, с чего начинается каждая программа «Орла и решки» для меня. Пытка монеткой. Окей. Мне уже больно. А у вас есть тарелочка с обезболивающим? Это совсем неприятно, мужик. Я чувствую, вот здесь что-то не так. Скорее всего, это ваша рука. One, two. Ау! It hurts. Это больно. Ау! Да за что? Я тебе ничего не сделал. О-хо-хо-хо. Все, хватит. Спасибо. Парни, мне как-то резко стало лучше. Не, ну если оно хорошо, оно сразу хорошо. Только не переборщить. В медицине, вы знаете, поры раскрылись, как-то свежо стало дышать. Насморк прошел. Ты на привязи. Я поняла, что ты делаешь. Отстань от меня. Я насиделась. Пацаненок, а? Хулиган. Имела дело с кобелями, такими как ты. На раз-два. Расщелкиваю. В этом сезоне наша Оля так много общалась с самыми разными зверями, Все, я тебя люблю. что можно выпустить целую программу «Оля в мире животных». За мной, страусы, идите. Ой, какие котики! Когда Оля общается с животными, все мимимиметры мира зашкаливают. Он такой даже симпатичный, если честно. У него такая башка и глаза есть. Оля общается с животинками, как с лучшими друзьями. Привет. Привет. Как тебя зовут? Привет, я Оля. Привет. Как дела? Ой, котик, ты чё? Оля любит всех. Всегда накормит Никак. и напоит.
И воды вам принесла. Ой, простите, я чуть кота не убила. Это такой гусенок. Да, пойдем потрогаю. Если нужно, Оля разделится с зверюшками обед. Yes. Что дам по башке твоей, кусачей. Оля найдет общий язык с любым зверем. А еще ни одно Олино животное не останется без имени. Назову тебя Лужа, проволока волосатик. Ой ты, Коля, Коля Николай. That will. Женя, ты меня запачкал, соплюха. Белочка. Пушистые все чувствуют и отвечают Оле взаимностью. Он мне сейчас вылежит глаз. Мне сейчас слижет всю бровь. И он мне и румяна слижет. Ферзентюр. У Антона свой подход к общению с животными. Кто себя вел плохо? Кто себя плохо вел? Ты себя плохо вел. Сегодня я сожру ваше детство. Как Антон со зверями, так и они с ним. Пусть он тебя укусит, что там страшно. Ну, конечно. И что это, Антоша умеет общаться с животными? Ну что, вот и в Намибии меня клюнул пеликан. Теперь осталось, чтобы морской котик столкнул меня в воду и начал топить, и как бы программа минимум будет выполнена. Вот и пролетели 50 минут выпуска «Орел и решка. Неизданное», посвященное сезону Мегаполиса. Мне уже не нравится. Вам же не хотелось, чтобы оно заканчивалось? Нам тоже. Поэтому совсем скоро ждите второе мега-неизданное, Я залезла. Спасибо. где мы покажем все самое смешное. Жулик, продолжай. Все, что не вошло в эфирные версии программ. Ну и в первое неизданное. Присоединяйтесь. Обоссанный скат. Давай, Олег, есть. Погнали. Давай, Олег. Олег, по чуть-чуть, почеши нос.